Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что самый мощный автомобиль V8 в Маранелло выходит топлес. Ferrari 488 Pista Spider присоединился к линейке 488 на Pebble Beach Concours d'Elegance 2018 в качестве замены 458 Speciale Aperta. Ferrari 488 Pista пришла на смену культовому 458 Speciale, и это первый в своем роде двигатель, который скрывает под капотом двигатель с турбонаддувом. Когда мы подумали, что Ferrari выбрала название Aperta для своего спортивного кабриолета, Маранелло вернулся к использованию старого значка Spider. Но это, пожалуй, небольшая проблема, поскольку Pista Aperta также интересна, как и ее брат-купе, но с дополнительным пространством для головы, когда снимается верх. Pista Spider – 50-я модель с откидным верхом, построенная Ferrari с 1947 года, дебютировала в США, где спортивные автомобили с откидным верхом более популярны, чем где бы то ни было в мире. Давайте подробнее рассмотрим последнего представителя семейства 488 в обзоре ниже. Внешний вид. Новый передний бампер, нос, вдохновленный гонкой, увеличенные боковые юбки, новый диффузор, обновленный спойлер, на 20% больше прижимной силы. Как и его предшественник, 458 Speciale Aperta, 488 Pista Spider ниже пояса идентичен своему собрату-купе. Он может похвастаться теми же изменениями спереди и сзади, начиная с совершенно нового переднего бампера, который включает в себя дизайн S-образного воздуховода и сплиттера в стиле F1, позаимствованный у гоночных автомобилей 488 PT. Последний создает больше всасывания для увеличения прижимной силы. Массивные боковые вентиляционные отверстия, вентилируемый капот и плоский нос завершают изменения по сравнению со стандартной моделью. Переместитесь в стороны, и вы заметите аналогичные изменения в боковых юбках и отверстиях для задних крыльев. Юбки шире и спортивнее, а вентиляционные отверстия имеют большую нижнюю часть, через которую в двигатель поступает больше воздуха. Черная окантовка вокруг него также выделяет розетку на автомобилях светлых тонов. Наконец, откидной верх оснащается 20-дюймовыми дисками с алмазной отделкой и дизайном с 10 спицами. Ferrari также предлагает цельные колеса из углеродного волокна, которые на 20% легче стандартных катков. Именно здесь мы можем заметить то, что действительно отличает Spider от других. Конечно, первое, что бросается в глаза, это съемный верх. Как модель в стиле Targa, Pista Spider сохраняет заднюю часть крыши купе, которая включает в себя наклонный капот двигателя, но Ferrari внесла несколько изменений. Во-первых, нет четвертных окон. Во-вторых, итальянцы добавили опрокидывающиеся обручи за спинками сидений. Лобовое стекло тоже другое. У него не только более острый угол, но и значительно толще рама. Двигайтесь назад, и вы заметите, что сексуальная задняя часть купе просто наклеена на Spider. И это хорошая новость, потому что Pista может похвастаться большим спойлером, который расположен выше передней панели, новой верхней панелью, предназначенной для улучшения воздушного потока, и более крупным и широким диффузором. Он также имеет большие вентиляционные отверстия с каждой стороны. В каком-то смысле Spider выглядит лучше купе. Я обычно предпочитаю модели с жестким верхом, но более гладкое и толстое ветровое стекло и опрокидывающиеся обручи делают 488 Pista одним из самых привлекательных суперкаров на дороге. Интерьер. Полностью черный интерьер, алюминиевый пол в гоночном стиле, пользовательская комбинация приборов, отделка из углеродного волокна, центральная консоль из углеродного волокна, спортивные сиденья. Неудивительно, что интерьер Spider идентичен купе, за исключением бесконечного пространства над головой, обеспечиваемого съемным верхом. Кроме того, вы сможете еще больше насладиться звуком двигателя V8 без крыши. Переходя к особенностям, почти все черное, как и в купе. В то время как обычный 488 GTB может быть представлен в различных двухцветных конфигурациях, Pista имеет полностью черный интерьер с цветными акцентами на приборной панели, сиденьях и центральной консоли. Конечно, вы можете украсить автомобиль более яркими цветами, но это может стать очень дорогим. Панель приборов идентична обычной, 488, но на стороне пассажира есть значок 488 Pista. Отделка вентиляционных отверстий A сделана из углеродного волокна, чего нет в GTB.
Рулевое колесо также похоже на 488 GTB, но комбинация приборов имеет желтый счетчик оборотов вместо обычного красного. Как и в купе, мягкий коврик на полу убрали. Эта мера не только помогает снизить вес, но и алюминиевые пластины с рисунком, которые заменили коврики, также придают автомобилю гоночный вид. Центральная консоль может похвастаться более важными изменениями. В то время как кнопки R, Auto и Launch расположены вдоль центральной части консоли, в 488 Ferrari переместила их вправо, ближе к пассажирской части. Консоль теперь также сделана из углеродного волокна, что является обновлением алюминиевой конструкции от обычного 488 GTB. Наконец, сиденья из алькантары имеют увеличенную боковую поддержку для большей поддержки во время энергичного вождения. Дальнейшая настройка возможна с помощью программы персонализации компании, которая предлагает практически бесконечный выбор комбинаций цветов обивки и материалов, недоступных через онлайн-конфигуратор. Трансмиссия. Модернизированный 3,9-литровый V8, 710 лошадиных сил, от 0 до 62 миль в час за 2,9 секунды, максимальная скорость 211 миль в час, легкая трансмиссия, новый контроль угла бокового скольжения, совершенно новый динамический усилитель Ferrari. Как вы, возможно, уже догадались, Pista Spider разделяет основу купе. Это 3,9-литровый восьмицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, который дебютировал в 488 метров, но был модернизирован для увеличения мощности. V8 выдает 710 лошадиных сил и 568 фут крутящего момента, что на 50 лошадиных сил и 7 фунтов на фут больше, чем у стандартного 488 GTB. Таким образом, Pista Spider присоединяется к купе Pista как самый мощный спортивный автомобиль Ferrari с двигателем V8. Ferrari не особо много говорила о характеристиках Spider, но можно с уверенностью предположить, что он так же быстр, как купе. Родстеры обычно немного тяжелее, но таким компаниям, как Ferrari и Lamborghini, удается сохранять как можно более низкий вес за счет широкого использования углерода и алюминия. Купе требуется 2,85 секунды, чтобы разогнаться с 0 до 62 миль в час, и Spider не должен быть заметно медленнее. Во всяком случае, он должен попасть туда за 2,9 клика, что примерно на 2 секунды быстрее, чем у обычного 488 Spider. Этот тест также делает его быстрее, чем предыдущий 458 Special. Pista Spider также быстрее развивает скорость до 124 миль в час, ему требуется всего 7,6 секунды, чтобы добраться туда. Это почти на целую секунду быстрее, чем у 488 GTB Spider и на 2 секунды по сравнению с 458 Special Aperta. Это серьезное улучшение. Максимальная скорость также выросла по сравнению со стандартным Spider, теперь она составляет 211 миль в час против 205. Конечно, повышение производительности также является результатом более легкой машины, а не только усиленного двигателя. Нет ни слова о том, сколько весит Spider, но мы знаем, что купе весит всего 2822 фунта, что почти на 200 фунтов меньше, чем обычный 488 GTB. Pista Spider также должен весить менее 2900 фунтов. Пакет Pista также добавляет ряд функций, повышающих производительность, начиная с системы контроля угла бокового скольжения, которая сейчас находится в 6-й итерации. SSE 6.0 включает в себя такие системы, как и DIV3, F1 Track, магнитореологическую подвеску, SEM, и впервые в истории Ferrari Dynamic Enhancer. Последняя является первой в мире функцией, которая использует программное обеспечение для регулировки тормозного давления на суппортах. Цены. Ferrari еще не объявила цены, но Pista Spider будет стоить более $300 тысяч. Купе Pista, вероятно, будет стоить около $330 тысяч, а цена без опциона – $350 тысяч. Соревнования. Представленный в 2017 году Huracan Performance – это уже автомобиль, который не нуждается в представлении. Это один из самых грозных автомобилей Lambo, созданных на сегодняшний день, и, как и 488 Pista, это замаскированный гоночный автомобиль. Основанный на знакомом Huracan, Performance имеет замысловатый аэродинамический пакет, называемый ALA, и переработанное шасси для повышения производительности.
Перенастроенная версия 5,2-литрового двигателя V10 передает 631 лошадиная сила и 442 фут крутящего момента на все 4 колеса. В 2018 году Lambo представила версию Spider с точно такими же функциями и показателями производительности. Перформанс Spider, тем не менее, немного медленнее, ему требуется 3,1 секунды, чтобы разогнаться до 62 миль в час, в то время как максимальная скорость ниже 202 миль в час. С другой стороны, на гоночной трассе он поразительно маневренный. Хотя для Spider нет эталона, купе проехало Нюрбургринг за потрясающие 6,52,1 минуты. Цены могут начинаться примерно с $300 тысяч без учета опционов. Не волнуйтесь, если вы не слышали о McLaren 750 LT. Эта машина еще не существует. Но это произойдет, поскольку 720S станет преемником культового 675 LT. И как и последний, он также будет иметь конфигурацию Spider. Очевидно, это будет усиленная, гусеничная версия стандартной модели, которая будет иметь полный аэродинамический обвес, переработанное шасси для улучшения характеристик и более мощный двигатель. Под капотом McLaren, вероятно, увеличит мощность с 710 до 740 лошадиных сил, что означает 750 лошадиных сил, отсюда и название 750 LT. С Twin Turbo 4,0-литровым V8, доведенным до беспрецедентного уровня, 750 LT должно потребоваться всего 2,7 секунды, чтобы разогнаться до 62 миль в час с места, чтобы разогнаться до максимальной скорости почти 210 миль в час. Однако этот McLaren будет не из дешевых, с наклейкой, которая, вероятно, превысит отметку в $375 тысяч. В заключение. Pista Spider не стал сюрпризом. Поскольку 458 Special также предлагалась с откидным верхом, это было лишь вопросом того, когда 488 Pista потеряет свою вершину. Моя единственная жалоба заключается в том, что Ferrari слишком часто меняет названия своих кабриолетов. Мы едва познакомились с Aperta, и теперь у нас снова есть Spider. Желаю, чтобы люди в Маранелло уже приняли решение. Помимо прочего, Pista Spider такой же крутой, как и версия купе, но выигрывает от бесконечного пространства над головой и полного солнечного света, который вы можете получить в салоне в летний день. Если на улице пасмурно и холодно, можно просто использовать его как купе. Он выглядит круто, его можно настраивать по мере необходимости, и он достаточно мощный, чтобы превзойти существующих конкурентов. Конечно, это дорого, но в конце концов, это Ferrari. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.